Привет! Сегодня я расскажу вам, как банальное любопытство может привести к штурвалу самолета. А все началось с того, что в интернете мне попалась вот такая фотка. Необычно, не правда ли? Защитникам природы сразу хочу сказать: нет, дереву не больно. Его не скручивали, а просто задали направление веткам в процессе роста. Так вот, любопытство завело нас в самое сердце пустыни Негев – кибуц Ревивим. Необычное началось буквально сразу. Во-первых, название кибуца. Абсурднее не придумаешь. Ревивим в переводе означает «мелкие капли дождя» или «росы». В пустыне Негев. Во-вторых, мы нашли то самое дерево, фотку которого я видела в интернете. И оказалось, что оно не единственное. Вот, полюбуйтесь. Посмотрите, какой сад. Просто сюрреализм. Вот это мне не нравится. Мне кажется, это дерево мучили. Хотя по сравнению с военными действиями, это кажется такой ерундой. Вот эта инсталляция мне как-то больше по душе. В этом кибуце сплошные затейники. В-третьих, здесь оказался целый сад кактусов. Сад выращен и поддерживается одним из жителей кибуца. И видов кактусов здесь просто неимоверное количество. Полюбуйтесь. Я получила истинное удовольствие открывать для себя новые сорта кактусов. Ух ты! Первый раз вижу, на чем растет этот фрукт. Это питайя, или, как еще его называют, сердце дракона, драгонфрут. И это плод кактуса. Неожиданное открытие. Смотрите, какой мохнатик. Интересно, он колючий?
Ой, ой, там внутри колючки. А еще мы рады любой возможности подурачиться. Ну и вишенка на торте – сама история кибуца. Земли, на которых ныне расположен кибуц, в 1930-е годы были приобретены евреями из Южной Африки у бедуинов, а затем переданы в дар Еврейскому национальному фонду. Поселение было основано в 1943 году и было самым южным еврейским поселением. И его расположение повлияло на решение Организации Объединенных Наций включить Негев в границы еврейского государства. Есть такая байка, что когда комиссия ООН приехала сюда, чтобы решить, кому отойдет пустыня Негев, евреям или арабам, они были удивлены тем, что увидели. А увидели они гладиолусы, выращенные ревивимскими женщинами себе на забаву. Идея была такая. Вот что удалось евреям за несколько лет. А арабы, дескать, эту землю за сотни лет не смогли развить. Так и была решена судьба Негева. Во время войны за независимость в 1948 году кибуц был осажден египтянами и сильно пострадал, но выстоял. И вот здесь время как будто остановилось. Вот так жили поселенцы. Здесь и жилые помещения, и наблюдательный пункт. Вокруг окопы и огневые точки. Самолет Дакота DC-3. Во время войны за независимость кибуц оказался в окружении египетских войск. Этот самолет привозил боеприпасы и продовольствие и эвакуировал раненых. Я не верю, что я сейчас зайду внутрь настоящего военного самолета времен Второй мировой войны. Как жарко здесь. Ребята, может, полетаем, а? Ой, сейчас взлечу. Кнопочки. Куда нажимать? Какой рычажок потянуть, чтобы взлететь? Ой, смотри, оно тянется. Ох, ой. Но он же не полетит, правильно? Ничего, если я потяну это на себя. Ого. Набираем высоту. Вот это работает. Вот так я набираю высоту. Где тут заводить? Я полетела, наверное. Жутко интересно. Но много приборов. Мне это слабо осилить все. Мне вот нужно 2, 3, 4. Руль и ручка. Все. Так, вот сюда цеплялись парашютисты. А здесь у нас что? Я не знаю, что это. Что обычно в хвостовой части? Наверное, снаряды. Это для какой цели? Вот. Я нашла туалет!
Ну да, обычно в хвостовой части туалет, ну да. Второй самолет, который здесь представлен, это легкий одномоторный самолет «Аустер». Он развозил почту и использовался для воздушной разведки. Мы идем к пещере, в которой размещался госпиталь. На самом деле, эта пещера – это водная цистерна, которая была сооружена набатеями. Первые поселенцы жили в этой пещере, а во время войны она стала госпиталем. Вот это те самые вентиляционные трубы. Ой, только не говорите мне, что это приборы для ампутации конечностей. Во время войны за независимость кибуцники отбились от египетской армии. Египетские самолеты облетали Ревивим стороной, так как из пещеры торчали металлические трубки для вентиляции, а египтяне думали, что это тайные зенитные установки. Еще одна пещера. И эта пещера служила командным пунктом. В общем, если вы хотите хоть немного проникнуться духом первых поселенцев, то вам стоит посетить кибуц Ревивим. Всем пока!